Мне потребуется пряжа. Я остановилась на объемной нити Пехорка осенняя. Характеристики моей пряжи: в 150 метрах 200 грамм, 25% шерсть, 75% пан объемный, цвет 412 верблюжий. Точный расход материала и размеры готового изделия я оставлю в описании под этим видео. Я приготовила спицы круговые номер 8. Длина лески большого значения не имеет. Крючок номер 8. Это вспомогательный инструмент, можно обойтись без него. Ножницы и маркер. Приступим к работе. Набор петель осуществляю на одну спицу. Набрасываю нить, край перед работой, подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю, максимально туго затягивая ее на спице. Далее мне необходимо четное количество петель, плюс 1 для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Набираю 54 плюс 1, 55 петель, просто накидывая нить на указательный палец, перекручиваю и нанизываю на спицу, одна за другой. Готово. Я поворачиваю край набора в одну сторону, чтобы нигде не было перекрута, и в визуальном центре вытягиваю лишнюю леску, для того, чтобы петли с одной и с другой стороны были на спицах. Готово. Теперь снимаю последнюю петлю, подтягивая ее хорошенько, так как она просто перекручена. Первую петлю подхватываю и последнюю петлю продеваю в первую. Хорошенько подтягиваю и первую петлю, и последнюю, для того, чтобы между рядами не образовалось большого расстояния, вплотную. Далее продолжаю вязать. Первый ряд за заднюю стенку провязываю, чередуя лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Обе петли и лицевую и изнаночную вяжу за заднюю стенку до конца ряда. В конце ряда у меня нить начала, или для удобства можно установить маркер. Первый ряд закончен. Перехожу к вязанию второго ряда. Здесь лицевые и изнаночные будут провязываться по-разному, для того, чтобы не было перекрута основания. Итак, лицевая за переднюю стенку, изнаночная за заднюю. Лицевая снова за переднюю стенку, изнаночная за заднюю. Так я вяжу порядка 25-30 рядов, в зависимости от того, насколько закрытое изделие вам нужно в районе горловины. Своего рода манишка навязывается до прорези для глаз и лица. Итак, на этом этапе может показаться маловато петель, но не спешите, после стирки изделие немножко увеличится и будет мягче. Продолжаю вязать необходимую рядность. У меня провязано 26 рядов. Это порядка 20 сантиметров глубины. И сейчас я буду вязать пройму для глаз. От общего объема при однорядной пройме достаточно 1/3 петель. 54 делю на 3, получаю 18. Моя пройма будет в несколько рядов, поэтому я сделаю немножко меньше 18. Сделаю 16 петель пройму. Таким образом я маркирую, перехожу на крючок, с помощью крючка продолжаю провязывать тот же узор, лицевая, изнаночная, продеваю изнаночную в лицевую и так далее поочередно
закрываю 16 намеченных петель. Я закрыла 16 петель легко и эластично. Это примерно 19-20 сантиметров расстояние от виска до виска. Продолжаю вязать узор резинка. В этом ряду я вяжу изнаночную за заднюю, лицевую за переднюю, изнаночную за заднюю, лицевую за переднюю до первого установленного маркера. Готово. Здесь переворачиваю вязание, снимаю первую петлю, изнаночную вяжу за переднюю, то есть наоборот, лицевую за заднюю, так как сейчас у меня поворотные ряды, чтобы узор резинки не изменился и петли у основания не были перекрученными. По полотну это будет очень заметно. Вяжу обратно, изнаночную за переднюю, лицевую за заднюю стенки. Теперь снова переворачиваю полотно и вяжу прямой ряд. Здесь у меня пройма для глаз приобретает некоторую толщину в 2 ряда. Далее изнаночная за переднюю, лицевая за заднюю, изнаночная за переднюю, лицевая за заднюю до конца ряда. Далее мне необходимо вернуться к круговому вязанию, а это значит, на спицу нужно набрать те 16 петель, которые я закрыла. Набираю тем же самым способом, что и в начале вязания. На указательный палец набрасываю нить, которую, перекручивая, перевожу на спицу. 1, 2, 3. Готово. Теперь перевожу по леске петли для удобства вязания и продолжаю круговое вязание. Здесь начинается с лицевой, лицевая за переднюю, удобно провязать. Далее изнаночная за заднюю, лицевая за переднюю. Возвращаюсь к вязанию по кругу с тем же самым способом провязывания. Вяжу снова до маркера, где будет необходимо провязывать вновь набранные петли. Подхожу к вновь набранным петлям. Здесь провязываю также резинку, но все петли за заднюю стенку, лицевую за заднюю и изнаночную за заднюю. Лицевая за заднюю, изнаночная за заднюю. И продолжаю круговое вязание до момента закрытия макушки. Я провязала 16 рядов. Это порядка 12,5 сантиметров. Общая глубина изделия 36 сантиметров. И я буду переходить к закрытию макушки. Здесь макушку закрыть можно любым удобным для вас способом. Чтобы облегчить вам выбор, оставляю ссылку на плейлист с вязаными шапками, где вы можете выбрать любой понравившийся вариант. А мое количество петель не кратно 4, поэтому я буду закрывать свое изделие не совсем стандартным и необычным способом. Итак, у меня 54 петли в круговую, делится ровно на 6. Это ближайшее четное число, на которое делится мой объем петель. Поэтому каждую пятую, шестую петлю я буду провязывать вместе. Итак, начинаю с лицевой. Лицевая должна быть провязана за переднюю стенку, но я переворачиваю ее так, чтобы провязать ее за заднюю стенку вместе с изнаночной лицевой петлей. Таким образом, изнаночная спрячется за лицевую, и по лицу изделия не будет видна эта убавка.
Далее 1, 2, 3, 4 петли по рисунку и снова 5, 6 вместе лицевой, переворачиваю лицевую и за заднюю стенку провязываю 2 вместе. Так до конца ряда у меня получится 9 убавлений. Первый ряд с убавлениями провязан. Я начинаю вязать второй. Во втором ряду будет точно так же 9 убавлений. Итак, там, где петли у меня подряд лицевые, значит, в прошлом ряду была убавка. То есть я провязала изнаночную вместе с лицевой. Я вяжу за переднюю стенку лицевые. И вот следующую лицевую снова провязываю вместе, переворачивая ее с изнаночной за заднюю стенку лицевой. Так, каждый следующий ряд, каждая следующая петля от ранее убавленной будет провязываться вместе. Здесь по рисунку и снова вот она лицевая, следом еще одна лицевая, которую я провязываю вместе с изнаночной лицевой. Таким образом, этот ряд и следующий оставит у меня в круг только лицевые петли. Третий ряд с убавлениями вяжу точно так же. Лицевые за переднюю стенку. Далее последние изнаночные, их осталось в ряду всего 9. Провязываю вместе с лицевыми за заднюю стенку лицевой. Все. И так до конца ряда у меня останутся только лицевые петли. Что я сейчас имею? У меня 27 петель в круг. И со следующего ряда в каждом ряду я начинаю провязывать просто по 2 петли вместе. Они лицевые. Для удобства я переодеваю их, чтобы провязать за заднюю стенку без перекрута петель у основания. По 2 вместе подряд до конца ряда. Последующий ряд точно так же, пока на спицах не останется минимум петель для того, чтобы собрать макушку. У меня осталось 7 петель, рабочая нить здесь. Я вставляю крючок вместо спицы навстречу рабочей нити. Подхватываю рабочую нить, увожу в эти петли. Далее снова навстречу рабочей нити вставляю крючок с другой стороны. Подхватываю петлю, увожу, отрезаю с небольшим запасом. Край нити продеваю в петлю и затягиваю. Вот так получилась очень аккуратная, гармоничная макушка. Сейчас края начала и окончания вязания прячу наизнанку. Здесь по изнанке провожу по одной вертикальной лицевой наверх за одну полупетлю, насколько это возможно. Подтягиваю. Так аккуратно и незаметно получается. Еще немного. И теперь то же самое в обратном направлении по соседней полупетле. Точно так же прячу кончик по изнанке в районе макушки.
Самый модный и стильный аксессуар сезона готов. Балаклаву можно дополнить стильными и необычными ушками. Если вам нужно видео по вязанию и привязыванию ушек к макушке, переходите по ссылке, которую оставлю в описании и в конце этого ролика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!